Джо Байден, дорвавшись до кресла президента, развил бешеную законотворческую деятельность. Однако мало что из его выпущенных в попыхах указов пойдет на пользу экономики Америки. Первым стал указ о плане 100 дней масочного режима для борьбы с пандемией, который обяжет сотрудников всех федеральных органов власти носить маски и соблюдать социальную дистанцию. В скором времени должен быть запущен новый план по стимулированию пострадавшей от пандемии экономики США, на который Байден обещает выделить не менее 1,9 триллиона долларов. А пока малый бизнес на фоне пандемических ограничений плавно и весело катится в пропасть. И это при том, что Россия, Китай и почти все страны СНГ, практически победив эпидемию, уже вовсю восстанавливают производство. Байден постановил прекратить строительство стены имени Трампа на границе с Мексикой для пресечения потока нелегальных мигрантов, которую уходящая администрация построила лишь частично. Как известно, ищи кому выгодно. Так кому выгоден беспрепятственный транзит наркотиков через границу с Мексикой. Ох, кажется, кто-то в доле. Новый управляющий Белым домом отменил выход США из Всемирной организации здравоохранения, которую президент Трамп резонно обвинил в неэффективности перед лицом пандемии коронавируса. Правильно, надо же как-то вывести 400 миллионов долларов налогоплательщиков из страны, переведя их в карман глобального капитала, практически владеющего этой организацией. Росчерком пера Байдена Соединенные Штаты вернулись к своему участию в Парижском соглашении по климату, из которого Дональд Трамп вывел их в 2017 году, считая, что зеленые ограничения наносят ущерб промышленности страны и приведут к банкротству крупнейших американских компаний. Как известно, политическая платформа демократов в последние годы откровенно встала на рельсы зеленой экономики. Теперь у демократов есть универсальное основание для закрытия любых бизнесов в США. Следуя этой зеленой логике, Байден уже отозвал выданное Трампом в 2017 году разрешение на строительство нефтепровода Keystone XL. Но указ заморозил не только этот совместный с Канадой проект, но и отозвал разрешение на добычу нефти и газа, а также на поиск новых месторождений в регионах штата Юта и в Новой Англии. И если последние затрагивают только внутренних игроков США, с которыми администрации будет проще иметь дело, то дело Keystone XL – это уже геополитический вопрос. Речь ведь идет не только о потере тысяч рабочих мест, но и инвестированных в проект иностранных денег. Техас пострадал в первых рядах. Ох, зря это ты, Джо. Зря? Байден отменил ограничения на въезд мусульман, установленные Трампом 4 года назад под предлогом заботы о государственной безопасности. Кстати, Верховный суд США через год после этого подтвердил своим решением право главы Белого дома устанавливать подобные ограничения. Государственная безопасность. Не слышали? Если что, у нас-то есть нацгвардейцы. И мы их любим. Джилл Байден раздавала на камеру печеньки бойцам, которые провели ночь на холодном бетоне в подземной парковке. А Дональд Трамп, узнав об этом, поселил замерзших нацгвардейцев и полицейских в своем отеле Трамп Тауэр. За свой счет. Следующим стал указ о проведении новой переписи среди лиц без американского гражданства, находящихся на американской территории, включая нелегальных мигрантов. Еще один подписанный Байденом документ укрепит запущенную еще при Бараке Обаме программу защиты молодых мигрантов, известную как «Мечтатели». Эта программа предоставляет защиту от депортации и другие льготы для несовершеннолетних людей без американского гражданства. Помимо этого, указом Байдена отменяется установленный прежней администрацией лимит на количество беженцев из других стран, которых ежегодно может принять США, с нынешних 15 тысяч человек сразу до 150 тысяч. Да, новой администрации нужны новые избиратели. Старых второй раз на Микине не проведешь. Джо Байден также не оставил в стороне и традиционную для современных демократов повестку. Заморозил до 30 сентября этого года выплату студентами кредитов на обучение и распорядился усилить защиту от дискриминации на рабочем месте по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Что дальше? Отмена кредитов на обучение и перекладывание этого бремени на плечи всех налогоплательщиков. Интересно, что отдельно Байден предложил представителям исполнительной власти присоединиться к новой этической доктрине. Каждый из назначенцев в новой администрации должен будет подписать этическое обязательство о том, что все представители федеральной власти признают и поддерживают независимость Министерства юстиции США. То есть все суды в будущем автоматически имеют право выкидывать все местные иски в корзину. Джо Байден подписал указы о финансовой поддержке населения в условиях пандемии. Он повысил минимальный размер оплаты труда для федеральных служащих до $15 в час, более чем в 2 раза выше прежнего показателя. Кроме того, он поручил предоставить экстренную помощь работающим семьям, пострадавшим из-за кризиса. Речь, по всей видимости, о вертолетных выплатах.
Вроде бы все хорошо. Кроме того, что деньги на это, по всей видимости, будут просто напечатаны, что вызовет взрывной рост инфляции. Байден подписал указ о запрете лизинга федеральной земли для разработки полезных ископаемых, нефтяных вышек и природного газа. Это аннулировало еще 120 тысяч рабочих мест. В тот же день он заявил, что США ожидает экономический кризис. Итак, для чего, ой, простите, сонный Джо разрушает экономику Америки? Целей несколько. Первое – посадить на поводок из субсидий и пособий все дееспособное население Америки. Тот, кто полностью зависит от государства, 5 раз подумает, стоит ли открывать рот для критики. Второе – США превращается в банановую республику и становится последней дойной коровой глобалистов. Есть основания полагать, что патриоты разных стран сумели сильно проредить финансовые потоки неправедно нажитых денег до такой степени, что Америку было решено выдоить досуха. Это была заначка на черный день, который для них, похоже, уже наступил. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если хотите. Спонсируйте, ставьте лайки. Или дизлайки. И обязательно комментируйте. С вами были роботы Яндекса. Ермин. Алена Филипп. и Оксана. А также вся команда делового мира. Every